Всем привет! В этом видео мы научимся создавать спрайт-анимацию. Спрайт-анимация – это графический объект, чаще всего растровое изображение, которое можно отобразить на экране. Простыми словами, это анимация, разложенная по кадрам. При проигрывании мы получаем полноценную анимацию, похожую на гифку. Давайте начнем. Открываем браузер и идем в любой поисковик. После чего там ищем GIF-анимацию на прозрачном фоне. Я буду использовать эту анимацию, ссылку на нее я оставлю в описании под видео и в телеграм-канале. После того, как вы найдете нужную вам гифку на прозрачном фоне, то после чего нужно ее конвертировать в спрайт. Для этого мы воспользуемся онлайн-конвертером. Ссылку на него я также оставлю в описании под видео и в телеграм-канале. На сайте загружаем GIF-файл с компьютера или можете взять, например, только ссылку на файл и загрузить файл по ссылке. После чего нажимаем Upload. После загрузки конвертер показывает нам информацию о GIF-файле. Это количество кадров, как видим, здесь их 14. Это тип, как видим, GIF. И также мы видим здесь размер. Перед конвертацией в спрайт-файл мы можем немножко его настроить. Например, указать сетку, горизонтальную, вертикальную, или даже создать свою. Также мы можем указать размер. В данном случае нам подходит больше всего горизонтальная сетка, так как кадров у нас всего 14. И расположить их будет лучше в один ряд. Если у вас больше, например, 14-16 кадров, то я рекомендую использовать свою сетку по 14-16 кадров в ряд. После нашей настройки нажимаем «Конвертировать в спрайт», после чего мы видим нашу нарезанную спрайт-анимацию. Остается нам только его сохранить. Для этого нажимаем «Save». Отлично, теперь можем открыть SparkR и создать пустой проект. После создания проекта нам нужно создать и поместить plane на сцену. Для этого идем на панель слева, нажимаем правой кнопкой мыши, если у вас Windows, и Ctrl мыши, если у вас Mac, нажимаем Add и выбираем Plane. Plane вы можете привязывать к фейстрекеру, чтобы у вас двигался вместе с лицом, но в данном случае я хочу показать, как, например, сделать такую простую спрайт-анимацию без привязки к движению лица. Нажимаем на Plane, если вдруг у вас пропало выделение, и переходим на панель свойств. На панели свойств нам нужно добавить материал, поэтому переходим в Materials и нажимаем на галочку справа от него. После идем на панель слева, а именно в Assets, нажимаем на только что созданный материал и возвращаемся на панель справа. Так как мы имеем дело с 2D объектом, то нам не нужно реагировать на внешние источники, например, на свет. В связи с чем тип шейдера стандарт нам уже не подходит. Давайте изменим его на тип Flat. Тип Flat больше подходит для работы с 2D объектом. Далее нажимаем на стрелочку рядом с текстурой. И как видим, здесь нам предлагается два варианта. Первый вариант — это анимированная последовательная текстура, как раз которая нам нужна. Второй вариант — это простая текстура. Так мы делаем спрайт-анимацию, то выбираем первый вариант. Теперь нам нужно загрузить наш спрайт-файл, который мы сконвертировали в онлайн-конвертере, в наш проект. Для этого выбираем Choose File. В диалоговом окне выбираем спрайт-файл, который мы сконвертировали, и нажимаем Open. Файл открылся, ну и как видим, на сцене появился ряд. Ряд появился из-за того, что мы не настроили спрайт именно внутри проекта. Возвращаемся к панели Assets и кликаем уже не на материал, который мы создали, а именно на текстуру, которую мы импортировали в проект. После чего возвращаемся на панель справа. В секции Sprite Sheet нам нужно указать настройки для спрайтовой анимации. Это количество рядов, колонок и самих спрайтов. В каждом случае они у вас будут разные. А в нашем случае мы имеем один ряд, поэтому указываем 1 row, 14 колонок и, соответственно, 14 спрайтов. Меняем 4 на 14. Так как мы разложили GIF-анимацию, содержащую 14 кадров горизонтально и последовательно. После чего мы можем видеть на сцене нормальное отображение спрайтовой анимации. Отлично. Теперь давайте немного переместим ее и поместим, например, ее справа и немножко ниже, например, на плече. Отлично. Если вы заметили, скорость анимации сейчас довольно высокая, так как ко всем анимациям применяется начальное стандартное значение FPS – это 20. Если мы хотим уменьшить скорость анимации, то возвращаемся на панель Assets и выбираем Animations. После чего возвращаемся на панель справа. Как видим, здесь есть значение FPS, даже я вам соврал немножко, здесь не 20, а применяется 25. 25, как видим, это очень быстро, давайте поменяем 25 на 10. После чего скорость анимации у нас уменьшилась. Отлично. Теперь у нас все готово. Все просто. Здесь нужно помнить, так как мы имеем дело именно с плейном, то все свойства плейна здесь сохраняются. И мы можем не только перемещать анимацию, как мы сделали, но увеличить ее, например, и менять все ее свойства, так как она у нас содержится в
Plane. Я надеюсь, что урок вам понравился. Если остались вопросы, то задавайте их в комментариях, а также делитесь данным видео. Всем спасибо, увидимся в новых уроках.